Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих рыб. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И теперь давайте поговорим о том, что же ожидает рыб в августе 2025 года. Первое событие августовское, 9 числа в вашем 11 доме гороскопа будет полнолуние. 11 дом — это у нас дом наград, достижений, накоплений, сообществ, исполнения желаний, подарков, друзей. И полнолуние в 11 доме гороскопа может давать такой результат, как, допустим, какая-то крупная покупка, крупные траты, может быть исполнение какого-то желания, может быть переоформление счетов, перевыпуск карточек, выход из какого-то сообщества или социальной сети, может быть связь, события с друзьями, то есть может быть встреча с друзьями. Но также полнолуние в 11 доме гороскопа дает разрешение и ситуаций, связанных с детьми, с учебой, посещением каких-то мероприятий, таких торжественных либо развлекательных. К тому же с 11 августа начинает выход из ретроградного движения Меркурий, и Меркурий в прямом движении будет идти по вашему 5 дому гороскопа до 30 августа. Я напомню, что он там в 5 доме гороскопа у нас давненько. И возможно, вы, конечно, подустали, возможно, у вас были какие-то застопоренные процессы, связанные с детьми, связанные с получением образования, либо связанные с какими-то с организацией отдыха. И, возможно, у вас что-то застопорилось, что-то, может быть, вы отложили, либо не было каких-то недостаточно инструментов. Также вопросы, которые связаны с получением дохода от недвижимости, от транспорта, у кого-то с получением помощи от мамы, у кого-то с получением в целом, может быть, там в аренду взять недвижимость, транспорт. Вот эти вопросы, если у вас застопорились, то они могут разрешиться, когда Меркурий пойдет в прямом движении. То есть уже договоренности все будут, будет ясность, там билеты все будут куплены и так далее. Это же касается еще и каких-то влюбленностей. То есть у рыб могут быть еще на самом деле качели романтического характера в этот период, когда Меркурий был ретроградным, сейчас он выходит из ретроградности, и может быть какие-то романтического характера договоренности, то есть есть у нас роман или нет у нас романа, конфетно-букетный период, не конфетно-букетный период, договоренности какие-то по детям, по подаркам, по совместному досугу, в том числе с партнерами, либо с парнем, с девушкой и так далее. Но перед тем, как отправиться на какой-то отдых, 16 августа по 16 сентября Солнце пойдет по вашему 6 дому гороскопа. Солнце в 6 доме гороскопа — это период, ну вообще Солнце будет идти по своему собственному знаку, по 6 дому гороскопа. Это в целом неплохо, потому что свой собственный знак Солнце дает возможность справиться с теми обстоятельствами, которые будут возникать. А период транзита Солнца по 6 дому гороскопа — это период, когда рыбы будут заниматься такой деятельностью, всем помогать. Вот транзит Солнца по 6 дому гороскопа — это напрямую период служения другим людям, когда мы свои какие-то потребности чаще всего задвигаем на второй план и начинаем помогать там мамам, папам, бабушкам, дедушкам, коллегам по работе, партнерам, детям, всем, кому только можно. Это период, когда, может быть, там нужно домашних животных тоже там возить на обследование по ветеринарным клиникам. Да и самостоятельно мы тоже, может быть, будем
по банкам ходить, по поликлиникам, тоже по спортивным каким-то залам, по финансово-кредитным организациям. Это период вот такого вот служения, может быть, кому-то где-то что-то поремонтировать, поднести, подвести. Вот такой вот период. Также транзит Солнца по шестому дому гороскопа может выявлять какие-то вопросы, связанные вот с этим шестым домом гороскопа. То есть это могут быть выявлены какие-то обстоятельства в работе, которых вы не знали, либо могут быть выявлены какие-то обстоятельства, связанные с вашим банковским счетом, чем-нибудь таким. С 20 августа по 14 сентября Венера заходит в ваш пятый дом гороскопа. Вот это вот уже полностью транзит на расслабление, на то, чтобы отдохнуть, кайфануть, потому что Венера — это планета любви, красоты, творчества, удовольствия, а пятый дом — это дом творчества, дом отдыха, дом детей, дом влюбленностей, дом романтики, дом обучения. Транзит Венеры по пятому дому гороскопа — это самый прямой такой транзит на то, чтобы немножко расслабиться, на то, чтобы заняться творчеством, на то, чтобы походить по театрам, музеям, кино, выставкам, на то, чтобы насладиться, на то, чтобы на свидание походить. Если вы не в отношениях, то это самый классный транзит, чтобы ходить на свидание и наслаждаться ими, подарками какими-то, романтикой. Также транзит Венеры по пятому дому гороскопа может дать вам необходимость оформления документов на детей, на учебу, на какое-то творчество, может быть, напрямую покупка билетов на отдых. Но у кого-то из рыб есть риск того, что если вы будете ходить на свидание, вот на какие-то романтические мероприятия, что вы можете встретиться с человеком несвободным, либо у вас будет какая-то тайная влюбленность, поэтому будьте начеку. Но в целом транзит Венеры по пятому дому гороскопа — это период таких кайфушек немножко. При этом 23 августа состоится новолуние в вашем шестом доме гороскопа. Новолуние в шестом доме гороскопа может дать начало, допустим, занятий спортом. Новую работу кому-то может дать из рыб, новую, допустим, поликлинику, прописаться в какой-то поликлинике. Или же, может быть, у кого-то даже кредит или что-нибудь такое. Но в целом что-то сервисное, допустим, начало ремонта какого-то тоже может быть, потому что и Венера по пятому дому. То есть окно поменять или просто вызвать какую-то бригаду, косметический ремонт сделать небольшой и так далее. И с 30 августа по 15 сентября Меркурий заходит в ваш шестой дом гороскопа, и Меркурий в шестом доме гороскопа указывает на то, что вы будете перемещаться. Возможно, это длительная такая дальняя поездка из страны в страну, либо из города в город, либо вы несколько раз будете вот так вот ездить из города в город, из страны в страну, такие далекие поездки. Конечно, у кого-то это могут быть командировки, но вообще у рыб такая тенденция на то, что, скорее всего, это будут какие-то на отдых поездки. Также это поездки могут быть с партнерами по браку и личной жизни. Кроме этого, вы можете в этот период маме помогать. Допустим, маме помогать ее в поликлинику куда-то свозить или что-нибудь такое. Может быть, тоже вот транзит Меркурия, он тоже может указывать на какой-то ремонт, на то, что вы можете с партнерами по браку и личной жизни вместе спортом заниматься, либо вместе преодолевать какие-то препятствия. То есть, например, поехать вместе на какое-то соревнование и так далее. Также вообще в целом Меркурий будет давать в шестом доме гороскопа необходимость выяснять много информации, связанной вот там, какая поликлиника, там, да, какой банк, какой тренажерный зал, какой, может быть, кредит можно на это взять. Вот, то есть вот такие вот вещи, какие-то рутинные, бытовые, сервисные, где парикмахерская здесь, где здесь маникюр можно сделать. Такие вот рутинные вопросы. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих рыб. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.